Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория. Сегодня у нас будет обзор новиночек 2025 года, вот самых свеженьких, самых долгожданных и для меня сенсационных. А кот у меня жрет огурцы. Ну, точнее, не огурцы, а я там пытаюсь вырастить огурцы на террасе, а кот их поджирает. Так, вроде остановился. Давайте. У меня тут компьютер со всей информацией. Я буду подсматривать названия и пирамиды. Естественно, хочу начать с того, что я жду. Я думаю, многие поклонницы этой линейки бренда Dior тоже ждут этот аромат, если вы о нем уже слышали, и если нет, то наверняка вы все равно где-то там краем, так сказать, сознания думали эту мысль, когда же Франсис Кюркджан сделает новую Мисс Диор. И он это сделал. Новая Мисс Диор, которая называется... Я не могу, просто у меня кот есть один. Он играет на моих нервах. Теперь он пытается с террасы. Я его сейчас возьму. Так, вот он мой розовоносый соведущий. Да, Рос, ты будешь со мной теперь вести этот блог. Да, потому что я за тебя переживаю. И за огурцы. Так, друзья мои, на чем я стою? Франсис Кюркджан сделал Мисс Диор, которая называется Мисс Диор Essence. Я, наверное, куплю этот аромат. Я его не тестила, я только о нем слышала, читала пирамиду, но я уже почти уверена, что я его куплю. Я просто в таком восторге от флакона. Этот флакон – это дань уважения традиции и дань уважения самой первой Мисс Диор. Он в гусиную лапку, там такая ярко-розовая жидкость и черный бантик. Мне нравится, что он реально отличается от всех остальных выпусков Мисс Диор. Но внешнее отличие – это еще не все. Что говорят отзывы, да, тех людей, которые его уже тестили, что он вообще не похож на всю линейку Мисс Диор. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал Victoria Day Life. И я дублирую туда все видео, которые выходят на YouTube. Если у вас проблемы с YouTube, то не мучайтесь, приходите ко мне в Телеграм, я туда все дублирую. Там даже есть специальный хэштег, по которым можно все видео найти, которые туда продублированы. И, конечно же, рассказываю про жизнь в Испании, что-то про котиков, в целом про жизнь, мысли. Обязательно приходите, я буду вам очень рада. Конечно, он совсем не похож на самый первый Мисс Диор. Единственное, что здесь нет розы. Жасмин и жасмин самбак в средних нотах. В верхних мармелад, ежевика, черная бузина. А заканчивается вся композиция базовыми нотами древесные и дуб. Вот. А кот, по-моему, просто хотел в кадр. Вот. И как, опять же, да, я слышала в отзывах, древесные ноты, они, скорее всего, вот такие базовые, они, аромат не про дерево, аромат про мармелад. Но кто-то говорит, что он прям сладкий, а кто-то говорит, что чувствует дикую ежевику. Мне очень интересно. Мне почему-то кажется, что он мне понравится. У меня, надо сказать, да, есть Мисс Диор 2012 года. Это туалетная вода, она снята с производства. Кот так смешно сидит. А потом у меня есть парфюмерная вода 2021 года. И вот эта вот миниатюрка, это Мисс Диор Шери 2005 года. Та самая, которую все ищут, снятая с производства. И я тоже очень долго искала. И знаете, что в итоге, немножко сейчас уйду от темы, оказалось, что это для меня больше аромат воспоминания. Я не очень его... У меня не тянется к нему рука, я не очень хочу его носить. Мне реально ближе вот современные выпуски. Их я реально иногда ношу. Особенно вот этот снятый с производства 2012 года, но мне очень нравится. И, скорее всего, да, я куплю эту Мисс Диор. Один флакон чего стоит?
Так, еще один аромат, который меня поразил флаконом рекламной кампании, и я тоже уже готова его брать чуть ли не вслепую, хотя я это не делаю, никому не советую, но я думаю, что я его возьму. Мне очень нравится флакон Juliette Hessegan Powder Love. Сладкий пудровый аромат. Все, что я люблю. Я обожаю пудровые ароматы. В нотах у нас здесь маршмеллоу, сахарная вата, засахаренный миндаль, цветок апельсина, бабаданка, амброксан и мускус. На что, говорят, похож этот аромат? Ну, вот так вот, чтобы прям лидировал какой-то, такого нет. То есть сделаем вывод, что он все-таки ни на какой не похож, хотя по пирамиде кажется, что должен быть что-то из серии Ариана от Parfums de Marly, либо от Kilian Love Don't Be Shy. Кажется, да? Но их даже нет, Love Don't Be Shy даже нет здесь в похожих. В общем, очень хочу этот аромат. Я вот прям уверена, что он мне понравится. Да. Вообще мне, в принципе, ароматы Juliette Hessegan все приятны. Просто некоторые мне кажутся неинтересными. О, вот это прям вообще я тоже жду. Это Shalimar La Senses. Это аромат, который выпущен к столетию Шалимара. Это его более современная версия. Мадагаскарская ваниль. Ванилин. Это тот самый ванилин. Вот здесь он нарисован в виде такой формулы, но я читала статью. Это тот самый ванилин, который был и в первом Шалимаре. Здесь ирис, роза и мускус. И как будто бы, да, нет ничего такого революционного. Это облегченная версия. Она более современная, более носибельная. Тут есть кожаный оттенок. Он не заявлен вот здесь в нотах. Но, судя по отзывам, судя по статье, он должен там быть. Он должен, но опять же, легкий кожаный оттенок. То есть, как я себе это представляю, это Шалимар, который просто сделали таким ароматом чуть ли не на каждый день. Я понимаю, что настоящим, так сказать, любителям, поклонникам Шалимара, скорее всего, это не понравится, потому что его как раз любят за его такой характер, поклонники. Но я, например, долго не могла с ним подружиться, потому что у меня холодная, капризная кожа. Правда, она просто ледяная. И в холод еще, да, если еще холодно на улице, то на мне ароматы просто звучат вот очень плоско, вот верхними нотами, душат меня, оглушают, не открывается красиво. Поэтому этот Шалимар на мне открывался исключительно в такой вот промежуток между совсем жарой, тогда тоже он просто не идет, и такой прохладный. В общем, для меня надо было, чтобы 25-28 градусов было. Вот такая температура. Чуть в одну сторону, в другую, все, он на мне не звучит красиво. Поэтому я думаю, что я куплю вот этот выпуск. Тоже уже третий, это просто для меня какой-то разорительный сезон парфюмерный. Я не знаю. Ну, это прям реально вот то, что мне очень уже нравится. Ну, и прям вот у меня вот ощущение, что я реально все это и куплю. Давайте дальше. Libre Vanille Couture от Yves Saint Laurent. Новый Libre. Ну, вот здесь, знаете, мне кажется, что что-то такое, что уже было. Единственное, тут бурбонская ваниль и какая-то ванильная икра. То есть обычно там много ванили разной, а тут вот уже какая-то икра придумалась. Цветок апельсина, это мы уже видели. Ром, это еще в предыдущей было вот версии. И лаванда. Не знаю, мне кажется, что это будет какой-то очень похожий на предыдущие выпуски Libre. Флакон, ну, возможно, такой золотой флакон. Я не знаю, после того, как у меня есть версия Intense, и я купила версию парфюм. И после того, как я поняла, что это практически два одинаковых аромата, я очень критично отношусь ко всем фланкерам. У меня просто ощущение, что они все плюс-минус похожи. Поэтому думаю, что вот это вот, слава богу, проходит мимо.
Слава богу, потому что, ну, правда, ну, это какое-то разорение. Так, новый Нишане, аромат от Нишане, Удус Церасус Нишане. Извините, если я неправильно читаю, я сейчас даже не понимаю, на каком это языке надо читать. Цитрусовый удовый аромат. Тут у нас помело, колон, такая молекула, итальянский мандарин, мороскиновая вишня, медовые соты, маониаль, это опять какая-то молекула, испанский лабданум. И вот до этого момента все шло хорошо. А дальше идет просто троица, которая, мне кажется, вообще не для меня. Ут, акигалавут и пачули. Я очень плохо переношу акигалавут. Прям вот в маленькой дозе нормально. Но обычно, если уж его положили, это значит, что аромат откроется до базы и будет вот меня оглушать исключительно акигалавудом. В общем, мне кажется, что это не мое. Хотя вот верхние и средние ноты мне нравятся. Ну, посмотрим. Иногда все-таки акигалавуд кладут в маленьких объемах, и он очень хорошо влияет на то, да, насколько аромат стойкий, и придает все-таки ему такую глубину. Дальше. Le Petit Robe Noir Honey Rose от Guerlain. Как понятно из названия, аромат медовый. И здесь всего две ноты. Роза и мед. Да, майская роза и мед. Я не знаю, как к этому относиться. Мне нравилась эта версия, да, Le Petit Robe Noir, что там есть чайные ноты, в каких-то версиях есть еще кожаные ноты, есть вишня. Я не знаю, медовый и розовый. Но я попробую обязательно, мне очень интересно. Вышел новенький My Devotion. Да, это Flanker Devotion. Это, получается, уже 4-й, да? Devotion был, потом версия Intense. Это третий, да? My Devotion. Я немножко изменила свое отношение к Devotion. Я тут попробовала лимон, прям с дерева, вот он так вот. Мы гуляли, вот здесь вот у нас из дерева упал лимон. Я его взяла, и вот это вот место, где он оторвался от ветки, оно пахнет прям как Devotion. Я все время говорила, что Devotion для меня звучит очень химически, синтетически, выносит мозг. А оказывается, это просто я не знала, как пахнет вот эта вот настоящая лимонная эссенция или вот этот лимон, который только что с дерева. Так насыщенно, просто нереально. И вот это же есть Devotion. Поэтому я немного изменила свое отношение. Даже поношу пробник, у меня есть сэмпл, точнее фирменный, когда на улице попрохладнее будет, я его даже поношу еще раз. Иногда, когда восприятие меняется ароматов, господи, вроде все слова нужные, но не в той последовательности. Когда меняется восприятие аромата какого-то, да, ноты, то потом вообще меняется отношение к парфюму. Ты вдруг его начинаешь понимать. Обязательно поношу. Здесь вообще что у нас в нотах? Цветок груши, черная смородина, цветок апельсина, пион, амброксан, мадагаскарская ваниль, амбервуд и вообще никаких лимонов. Ладно. В общем, я не знаю, о чем этот аромат, мне даже непонятно. Ну окей. Дальше очень мне интересно. Я все время хочу что-нибудь у этого бренда взять. Но он, знаете, какие-то у него есть провокационные рекламные кампании, вроде какие-то названия даже бывают провокационные. А аромат сам очень, очень такой тихий, спокойный, на каждый день. Вот то, что я тестила, по крайней мере. Я говорю про бренд Born to Stand Out и аромат Free Coco. Аромат кокосовый, как понятно из названия. Я люблю вообще кокос. Люблю этот аромат, но в зависимости от того, насколько взят его вот этот
свежий натуральный аспект. Да, вот это вот что-то такое, кокосовая отдушка, мне не очень. Здесь кокосовое молочко, груша, орехи макадамия, ореховые оттенки я тоже люблю, кокос, еще раз кокос, то есть. Потом нота Orcanox, она мне нравится, я ее встречала в аромате от Трусарди, вот это вот их линейка, да, с головами собачки же там вроде, да. Вот в этой линейке я встречала в беленьких, сейчас не вспомню название, но мне понравилась эта нота. И тут 3 ванили, абсолют, ваниль, бурбонская ваниль и ваниль. Я не знаю, что это будет. Что-то явно очень ванильное. Короче, мне понравилась пирамида, желтенький флакончик понравился, название, что тут что-то про кокос. Может быть, это будет аромат первый от этого бренда, который у меня появится. Главное найти, где его потестить. Так, дальше. Дальше в нишевой линейке от Guerlain выходит Cheval Blanc Saint-Tropez. Это уже фланкер на другой аромат, тоже Cheval Blanc, только, да, без Saint-Tropez. Там он 2023 года, древесный, пудровый. Ну, это вот из той самой дорогущей линейки. Что тут в нотах? Тут в нотах сандал и мускус. Все, очень просто. Ну, не знаю. Я не знаю. Для меня эта линейка... Сейчас я это сформулирую. Я не отдала бы такие деньги за вот эти впечатления от ароматов. Ну вот это лично мое мнение, да. Я готова даже взять от Левант поносить, сэмпл. Но, честно говоря, даже на них иногда денег жалко, потому что они не дешевые. 5,000 стоит там от Левант 8 миллилитров. Пока нет такого аромата. Мне нравятся некоторые, по-настоящему нравятся. Но вот когда я вот это нравится соизмеряю с ценой, я понимаю, что это нравится. Оно как бы, например, настолько же, насколько мне нравится какой-то аромат от Juliette Хесеган. Специально привожу такой пример, что это довольно для ниши довольно бюджетно, да, Juliette Хесеган стоит. Поэтому, если я буду, да, чтобы получить впечатление, буду искать что-то, то, скорее всего, я куплю что-то от Juliette Хесеган. Ну, вот так вот. Не знаю, если бы у меня, наверное, не было столько ароматов, и я хотела что-то точно качественное, дорогое, статусное, реально взяла бы что-то из этой линейки и жила бы себе спокойно. Но я понимаю, что у меня к этому аромату будет рука тянуться ровно так же, как к другим. Ведь по правилам они не могут ездить без глушителя. Их должны остановить и отобрать у них их мотоциклы. Правда, я просто сейчас в который раз повторяю правила, потому что собираюсь наконец-то пойти сдавать. Они не имеют права так делать. Почему их никто не схватит? Так, вышел. Ну, я так понимаю, что это вообще Devotion просто в такой новой форме, в форме сердечка. То есть мне кажется, что это только лимитированный флакон. Так, это обычный Devotion. Лимон, тут конфетированный лимон, если перевести. Почему тут вдруг на английском написано, остальное на русском в пирамиде? Цветок апельсина, панакота, ром, ваниль. Ну, это, мне кажется, стандартная пирамида обычной версии. Ну, окей. Не знаю, может, если мне так прям понравится Devotion, я его поношу. Может, я возьму вот сердечко, оно еще, наверное, маленького объема. Зато, наверное, дороже, да? Раз это лимитка. Ладно, подумаем. Так, Miu Miu Tin. Это какой-то новый фланкер. Я так понимаю, этой линейки просто бесконечное число фланкеров. И обычно я прохожу мимо. Но тут меня заинтересовала пирамида. Здесь клубника, гордения в верхних нотах, потом в средних роза, жасмин, база, бурбонская ваниль, тростниковый сахар, амбра, пачули, мох. И вот это сочетание клубники и мха в базе немножечко, понимаете, да, немножечко отсылает нас
к Miss Dior. И это сочетание-то мне и нравилось всегда. Поэтому меня заинтересовало, и я думаю, что я очень-очень хочу попробовать этот аромат. По крайней мере, попробовать. Может быть, и купить. Ну, не знаю пока. Так, еще один аромат. От Amouage. Amouage Existence называется. Амбровый, свежий, белоцветочный. Давайте посмотрим, что здесь в нотах. Здесь ландыш, альдегиды и роза. В верхних нотах, ну, ландыш и альдегиды это по сути одно и то же. То есть у нас такой цветочно... Нет, у нас тут розово-свежий старт предполагается. Потом алибанум, мистикаль и лабданум. Мистикаль есть в бланш-бете. И для меня эта нота звучит как новая такая картонная упаковка каких-то люксовых продуктов. Просто я много раз описывала, да, когда получаешь из какого-то люксового магазина или, кстати, из какого-то магазина парфюмерного бренда, да, в интернете заказываешь, вот они там кучу тебе каких-то коробочек присылают, и вот имеет вот этот вот новый, эта коробка, вот такой аромат для меня чем-то похож на мистикаль. Алибанум, лабданум в базе, и потом, значит, белый мускус, бензоин и серая амбра. То есть такой довольно-таки густой, сладкий, немножечко вот с этой вот нотой. Все-таки это чуть-чуть синтетический мистикаль звучит. А вначале такая свежая роза все-таки, мне кажется, прям будет отчетливо слышна. Ну, не знаю, интересно, конечно. Интересно. По крайней мере, я точно хочу это попробовать. Не знаю, надо ли мне это или нет. Так, друзья, как итог, что я хочу сказать? Мне точно нужен новый Miss Dior, аромат новый Miss Dior, 100%. Я куплю его обязательно. Даже вот просто ради флакона. Я вам говорю, мне надо. Я прям Miss Dior, в общем. Miss Dior это я. Я это Miss Dior. Это, конечно, не мое парфюмерное я, но я обожаю эти ароматы. И я очень жалею, что не купила парфюмерную воду, которая была вот до 2021 года. Она даже была у меня в руках. Мне случайно прислали ее из интернет-магазина вместо другого Miss Dior, да, люди в них путаются. И я отправила его обратно. И вот когда я уже отправила, я узнала, что этот аромат снят с производства. Но тогда еще была возможность купить даже в офлайн-магазине. Но я думаю, ну какая-то глупость, я его взяла, отправила, вот мне вернули деньги, а теперь я пойду. И, в общем, пока я думала, они уже подорожали, и все, я не купила, и я жалею. Я жалею, что я не взяла. Потом еще сняли с производства... Так, вот сейчас главное не перепутать, потому что есть Абсолю Блюмен и Блюмен Абсолю, Абсолю Букет. Короче, какой-то вот из этих вот. Я путаюсь в их названиях. Это тот, который парфюмерная вода. Не такая свежая весенняя туалетная вода, по-моему, Абсолю Букет она называется. Блюмен Букет. Я вам вставлю картинку того, вот, о котором я жалею, что я его не взяла. Вот о них я жалею. И я хочу все-таки, да, новую версию. Хотя бы ради флакона, но я уверена практически на 100%, что мне понравится и сам аромат. Дальше, конечно, Шалимар, 100%, он мне нужен. Я давно собиралась купить себе именно классическую версию, но меня останавливало то, что это аромат, который у меня будет просто стоять. Да, он, я считаю, в коллекции настоящего парф-любителя должен быть, но я все-таки не любитель того, чтобы аромат стоял и напоминал, что ты потратила деньги на что-то, чем не пользуешься, а еще он может начать парить, а вдруг еще испортится. И вот эти вот все мои мысли мне не нравятся. Поэтому все-таки я люблю, когда аромат в использовании. Вот, поэтому эту версию, я думаю, что я куплю. И Powder Love от Juliette Хасаган.
я его куплю. Я точно его куплю. Не знаю, вот прям только он выйдет, либо как-нибудь там попозже, но точно он мне прям нужен. И вот этот вот Free Coco от Born to Stand Out мне нужен. Born to Stand Out. Ты мне тоже, мне кажется, нужен. Но все-таки я хочу его сначала потестить. С ним проблема, что я не видела на него нигде от Левантов пробников, но появились такие маленькие у них 15-миллилитровые флакончики. И вот такой бы, в принципе, можно взять. И просто для меня покупать аромат, даже который просто на блотере потестили, это все равно практически вслепую. Для меня не вслепую аромат, который я поносила. Ну, не знаю, в общем, думаю про него. Мне кажется, что да, что я про все рассказала. Какая там красота уже. Солнце хочет сесть, по-моему. Так, вот, друзья, что я вам не рассказала, но я хочу вам обязательно рассказать. Я обещала это делать про помаду сегодняшнюю. Как всегда, мне кажется, я вам уже постоянно это рассказываю. Это такой карандаш-помада. Все-таки я вот сегодня в первой половине дня его нанесла без бальзама оттеночного сверху, без блеска, без помады какой-то кремовой. И мне немножко стягивает губы, потому что мне вообще... Я не живу без бальзама для губ. Все время он нанесен. То есть для меня это немножко суховатая версия. Но он очень хорошо держит другую помаду, придает цвет. Короче, я его очень люблю наносить под все остальные помады, которые у меня есть, нюдовых оттенков. У меня их миллион, чуть-чуть больше с розовинкой, чуть-чуть меньше с розовинкой, чуть-чуть более коричневый, более персиковый. И под все очень хорошо подходит. Он как будто бы вот цвет своих губ. Superstay in Crayon. У меня номер 15, Lead the Way. Идеально вообще подходит. Просто вот свои губы, как будто бы. И сверху я нанесла эта помада Deli Plus, кремовая. Здесь, смотрите, такая на магнитике. У нее не очень хорошего качества вот это вот пластик. Ну, в том смысле, что он какой-то уже вот весь в потертостях, каких-то царапках. Как-то так. Не очень, в общем, он мне нравится. Но зато на магнитике. Это хорошо. Номер 202, он такой больше с розовинкой. Не знаю, видно, нет? Больше вообще почти уже нет, ничего не осталось. Очень хорошо увлажняет, держится на губах, такая кремовая, приятная текстура, не течет, никуда не скатывается. В общем, я очень-очень люблю этот бренд из Меркадоны. Те, кто в Испании, вы знаете, но я его видела, кстати, и на Вайлдберрис. Единственное, что, да, качество офигенное, но когда знаешь, что здесь эта помада стоит, по-моему, до 5 евро где-то. Мне кажется, 4 с чем-то или 5 там с чем-то. Когда я видела его на Вайлдберрис, по-моему, стоила эта помада больше 1000, может, даже к 2. В общем, мне точно показалось, что это дорого. Просто когда знаешь, сколько стоит здесь. Вот. Но помада хорошая. Сама по себе она хорошая. Прям вот качество реально как люксовые помады. Даже не все вот эти вот масс-маркет такое качество делают. Тут прям очень хорошее качество. Даже, мне кажется, на какие-то диоровские помады похожи. Ну, этот бренд часто делает очень похожие на люксовые продукты. При этом, правда, вот не закос, а правда, как будто бы, да, сам продукт один в один. Они, я так понимаю, в Испании производят их. Там, мне кажется, прям в Испании. Вот, друзья. Так, ну теперь я точно все вам рассказала. Рассказывайте вы,
какие новинки я упустила, что вы ждете, что вы уже успели попробовать, может быть, вот из того, что я рассказала. Я завтра поеду в Валенсию. Возможно, там появились где-нибудь новые ароматы, вот эти вот Miss Dior Essence. И я, возможно, попробую и дополню этот отзыв, либо уже куплю, не глядя. В общем, посмотрим, друзья. Все, спасибо вам, что были со мной. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на меня, на этот канал, на телеграм-канал, куда я дублирую все видео. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.